Всем добрый день, точнее уже под вечер. Итак, друзья мои, сегодня у нас праздник Купала, а точнее Ивана Купала. Иваном или Иоанном называли солнце на Руси. Летнее солнцестояние, когда солнце поднимается до самого зенита, до купола мироздания. И отсюда слово «купалу». Солнце в куполе, Иван Купалу. С принятием христианства этот праздник настолько любимый народом, невозможно было искоренить, поэтому для того, чтобы хотя бы переделать под христианский, переименовали в праздник Ивана Предтечи. Однако это языческий праздник красоты, молодости, очищения, чистоты, когда, прыгая через костер, оставляли там свои прегрешения, свои болезни, свои черные мысли и неудачи. То есть очищающий огонь сжигал все то, что мешало человеку жить, а очищающая вода восстанавливала молодость, силу, приносила удачу. Этот ритуал можно сделать, можно провести в течение 3 дней. Но самый сильный эффект будет сегодня и этой ночью. Говорят, что этой ночью спать нельзя, поскольку темная сила выходит и охотится на души. Нельзя прыскать водой беременных женщин, детей, поскольку в воде находящиеся духи сегодня свирепые, они могут навредить. Нельзя бить в этот день скотину, нужно приносить им подношения, любить их, называть ласково, иначе вымя у коровы высохнет, овцы перестанут рожать, куры перестанут носить яйца, нестись яйца. Ой, пусть меня отвлекает, сволочь его. Что-то вот как я начинаю ролик снимать, у него аппетит открывается прямо. Считалось, что те, которые не подходят к костру и не хотят прыгнуть через костер, они ведьмы, потому что они не хотят сжигать эту черную, темную энергетику, которая у них есть. Очень много различных примет на Купала, гадание на суженого, отпущение венков по реке, и кто найдет, кто поймает, тот и есть суженый, судьба. Искать цветущий папоротник. Тот, который нашел цветущий папоротник, найдет и счастье, и любовь, и благополучие, и удачу. Человек всю свою жизнь жил приземленно, в принципе. Ему нужно было найти любовь, найти спутника жизни, найти богатство и прочее, прочее. И вот он нацеленно искал в день, то есть, точнее, в ночь Купала. Ночь Купала очень часто рассказывается и показывается в различных кинолентах, как ночь любви, страсти, как влюбленные убегали в лес в эту ночь для того, чтобы встретиться, как многие пропадали в этих лесах. Христианство ругает за излишество и блуд, язычество поощряет, что рожденные, зачатые в эти дни дети, они особенные. Но давайте, наверное, поверим больше своим предкам и своему разуму и своей генетике, зову крови. Тем более, что такой праздник огня и через огонь перепрыгивание, да, есть и у других народов. Просто они по-разному называются. И немного в другие дни празднуется. Но в любом случае в языческие времена стихия огня считалась очень важным составляющим, и солнце считалось как бы покровителем и кормящей матерью Вселенной. И тот же самый намаз или поклонение Солнцу, молитва Солнцу, которое перешло сейчас и у многих народов считается молитвой Богу, есть поклонение Солнцу, приветствие Солнца, утреннее, раннее приветствие Солнца. Это у зороастрийских персов считалось то есть частью религии. И не только у них, и даже, между прочим, чем у езидов, которые солнцепоклонники, это до сих пор практикуется. Итак, вам на Ивана Купалу
нужно будет. У меня есть алтарь русских богов, простому человеку это не обязательно. У кого есть алтарь своего рода, можете поставить на стол. Вам нужно будет найти черную или синюю свечу и красную желательно. Взять любимую траву, которая вам нравится, душиться можно, зверобой. В общем, любая трава, которая вам ближе по энергетике, которая вам нравится. Поставьте благовоние, кусок черного хлеба и соли, как символ благополучия в доме. Зажгите траву и читайте 7 раз черной свечой, очищая пространство, и 7 раз красной свечой, призывая имущество, призывая, сейчас, секунду, удачу и благо своему роду и свой дом. Итак, начнем. Берем черную свечу и читаем. Я прочитаю, естественно, 1 раз, потому что памяти телефона настолько не хватит, да и самой хочется провести в своем доме накануне ночи Купала. Священный день праздника Купала. Я очищаю свою хату, свою жизнь и судьбу от злых сил, от темных дел, от скверны и неудачи. Духи Дивии, духи Навии, в красном углу встаньте, меня благословите, зло из хаты моей бедность уберите, черноту одолейте, очищайся моя хата священным огнем, очищайся от зла и скверны, и ночью, и днем, гори бедность и беда, сбегай горемычная суета, умри маята, умри бедность, огонь священный, очисти мой дом, только благо пусть поселится в нем, священный огонь праздника Купала. Согревай мне душу, даруй силу и благо, даруй защиту богов и богов благословения. Я есть богов творения, о боги темные, о боги светлые, вам поклон и слава, благословите мой дом и судьбу. О священный Купала, дарующий благо, очищающий жизнь, священный Купала, благослови нас, одари и радуй. Славься праздник Купала, благо от богов, сила от духов, благословение рода и предков, да будет так и так будет. Славлю я Купала и благословляю. Потом берете красную свечу, когда вы 7 раз черной свечой прошлись по дому, по всем углам прочитали это, поставили черную свечу обратно. Идете, берете красную свечу. И то же самое читайте 7 раз. Свечи должны догореть. Но можно их оставить до вечера догореть. Они должны догореть для праздника Купала предназначенные. Берете вот этот кусок хлеба. Я здесь не буду полностью, вы полностью съедите. Поэтому возьмите такой кусок, чтобы можно было есть. Кушайте и говорите: хлебом буду сыта, деньгами буду богата. Да будет так. И ешьте. Черные да белые, подскажите своему сыну, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне, тонкому да острому, через топи да болот, к берегу острову. 3 души во мне, 3 зверя, рысь, медведь да серый волк, разбрелись по темным дебрям, отыскать во мраке толк. Только толку что-то мало, вот и мечутся они, вечно попадая в западни. Боги мои, боги я, славные да правые, исцелите мои раны луговыми
Тосковался я по жизни, немудрящей, праведной, где на каждого по солнцу, да по миру дадена. Три души во мне, три птицы, кричит ворон да сапсан, потянулись вереницы к бирюзовым небесам. Только птичьему полету долгим быть не суждено, и опять я падаю на дно. Боги мои, боги нави, старые забытые, опаленные кострами, да плетями битые. Дайте мне испить, напиться сока дикой ягоды, чтоб услышать голос крови богатырских прадедов. Три души во мне, три силы, боль, надежда да печаль, а вокруг меня Россия, без пределов и начал. Те же рощи, те же нивы, тот же пахарь да варяг, только все же что-то в них не так. Позади опасные броды, да седые камни времен, впереди чужие народы, да мельканье чьих-то знамен. Обернусь и вижу дорогу, что свернулась будто петля, но вдали обещана